Друзья, неутешительные новости к нам пришли из Вьетнама. Не то что неутешительные, а трагические новости. 38 душ, 38 людей. К сожалению, 8 из которых дети покинули этот мир после того, как туристическое маленькое прогулочное судно совсем недалеко от берега Вьетнама перевернулось, и этот переворот привел к трагедии, о которой я вам сегодня расскажу. Вы на канале Максмастер, с вами капитан Максим. Мы начинаем. К сожалению, поехали. Все это произошло 19 июля 2025 года, соответственно, то есть 3 дня назад. Я специально не публиковал эту новость сразу после того, как все произошло. Я хотел подождать хотя бы 2-3 дня для того, чтобы получить хоть какие-то объективные новости, а не то, что начали постить во всех новостных агентствах сразу. Спустя 3 дня у меня есть более-менее объективная информация, и ей я сейчас с вами поделюсь. Давайте небольшую предысторию. Что это за судно? Судно называется Wonder Sea. Это совсем небольшой прогулочный, нельзя сказать катер, прогулочное судно туристическое, которое совершало небольшие круизы по местным достопримечательностям. Сама трагедия произошла в заливе Халонг, это недалеко от порта Хайфун, где я тоже был, и там действительно очень красивые места, там большое количество туристов посещают вообще, в принципе, этот регион. И вот таких вот катеров, прогулочных, туристических, маленьких судов, там очень много. Судно 24 метра в длину и всего 6 метров в ширину. Оно было зарегистрировано как прогулочное судно в 2015 году. Последнюю проверку они проходили в январе 2025 года, то есть совсем недавно. Максимальная пассажировместимость судна составляет 48 человек и до 5 членов экипажа. На момент трагедии на борту судна было всего 49 человек, включая 3 членов экипажа. То есть 46 пассажиров. В некоторых источниках можно найти информацию 48. Но 48 – это его максимальная пассажировместимость. То есть, учитывая то, что на борту было 46, мы понимаем, что не был превышен максимально допустимый, разрешенный объем пассажиров на борту судна. Максимально допустимое количество, если быть точным. Капитан этого судна также является и его владельцем. Но это очень часто распространенная практика, когда хозяин судна, он же капитан, и занимается вот таким вот бизнесом. Проверку, которую же они прошли в январе 2025 года, не выявила никаких технических неисправностей, и судно получило соответствующую сертификацию. Дальше, к самому инциденту. 19 июля 2025 года в 12:55 по местному времени, по вьетнамскому времени, это плюс 7 от UTC, судно вышло в вот такой вот короткий 6-часовой круиз, и предполагалось то, что они посетят все местные достопримечательности, там сделают какие-то фотографии и благополучно вернутся домой. Было получено штормовое предупреждение, что в регионе возможен с большой долей вероятности шторм, соответственно, плохая погода. Примерно через 1,5 часа после того, как судно покинуло порт, то есть оно покинуло 12:55, примерно в 13:25, 13:30 по местному времени, в тот момент, когда судно находилось в непосредственной близости от Дауго Кейва, там есть такая прекрасная, красивая пещера, можно сказать, там такой грот, вот посмотрите на фотографиях, всего в 3 милях от берега из-за воздействия неблагоприятных погодных условий, то есть сильный ветер, высокие волны для этого судна, оно начало переворачиваться, причем, как заявляют те, кто спаслись, они заявили, что примерно за 1 минуту после того, как судно получило крен на один из бортов, оно перевернулось. То есть оверкиль, когда судно переворачивается, пусть простят меня моряки, брюхом кверху, да, это называется у нас оверкиль. Судно всего за 1 минуту перевернулось, и очень быстро все это произошло, то есть у людей было минимальное время на спасение. Также они говорят, что после того, как судно начало крениться, поняли, что нужно покидать борт судна и просто прыгали в воду. Капитан оценил ситуацию, подал сигнал бедствия, на который откликнулись сразу же 25 судов. То есть моментально среагировала береговая охрана. Так как сигнал был подан на общем канале, да, на 16-м канале,
Сразу же на него откликнулись и местные рыбаки. К 5 часам, то есть к 17:00, трагедия произошла в 13:30, к 17:00 уже было заявлено, что были спасены 10 человек. Одного мальчика нашли непосредственно внутри судна, так как оно перевернулось, в нем создался какой-то воздушный пузырь, и вот в этом воздушном пузыре они нашли одного мальчика. Еще раз, да, было 49 человек на борту, 38 утонули, 8 из которых дети, и 11 удалось спасти. Власти начали на следующий день, уже 20 июля 2025 года, после полуночи пригнали плавкраны, попытались перевернуть судно назад, им это удалось, судно не утонуло, так как внутри был воздух, то есть она оставалась на плаву, подогнали плавкраны, перевернули это судно, приподняли его немного из воды, потому что грузоподъемность плавкранов позволяла это сделать, приподняли его из воды, и, к сожалению, тех, кого сначала зарегистрировали как пропавшие без вести, были найдены внутри этого судна, естественно, без признаков какой-либо жизни. 4 человека там были найдены, ну и, соответственно, получили статус погибших. Также уже 21 июля, то есть вчера, недалеко от острова Ти-Топ было найдено тело, 6-летний мальчик, тоже без признаков жизни. То есть там были целые семьи, все они были вьетнамцы, все они приехали просто на туристическую прогулку. Большинство из них из этого региона, из региона Хайфонг. Но вот такая вот трагедия произошла. Капитан судна, он же хозяин этого судна, как я вам сказал ранее, был найден также внутри этого прогулочного катера погибшим. То есть капитан не покинул борт судна. Скорее всего, что он понимал, какая судьба в дальнейшем его ожидает. Причин трагедии нам не раскрывают. Идет, как обычно, расследование. Оно займет 100% какой-то длительный промежуток времени. Но уже сейчас можно предположить, что все знают, что было получено штормовое предупреждение, что будет сильный шторм, будет сильные порывы ветра, а свидетели заявили, что был настолько сильный порыв ветра, их чуть не сдуло с палубы. То есть это не просто ветерок какой-то, да, это именно реально сильный порыв ветра, который привел еще и к сильнейшему крену этого судна. Тем не менее, даже сильный порыв ветра, привел он к крену. Из-за крена была потеряна остойчивость, которая привела к перевороту. Почему могла быть потеряна остойчивость? Окей, подул сильный ветер, но сильный ветер, тем не менее, вряд ли привел только он к опрокидыванию судна со следующим переворотом. Вы видите, есть иллюминаторы. Судно получить такой сильный крен на правый борт. Окей, под воздействием ветра, возможно, в комбинации со смещением груза, но при открытых иллюминаторах вода при таком крене начнет поступать вовнутрь корпуса судна. Это, естественно, усугубит его положение, то есть остойчивость будет потеряна. Чем больше будет открыто иллюминаторов, тем больше одновременно будет поступать воды вовнутрь корпуса. Чем больше будет поступать воды, тем быстрее будет происходить переворот. Потеря остойчивости и, как следствие, переворот. Мне кажется, что здесь было что-то из этой комбинации. То есть плохая погода, возможное смещение груза из-за крена, который был вследствие ветра. Кратковременный крен мог привести к смещению груза. Крен усугубился этим, и начала поступать вода через открытые иллюминаторы. Это мое предположение. Я не знаю, так ли это на самом деле было или нет. Но вот эта вот комбинация вполне вероятно может привести к тому, что судно очень быстро перевернулось. В общем, вот такая вот ситуация сложилась. Естественно, сейчас судно находится, уже его отбуксировали, оно находится в одном из портов. Как улика, будет дальнейшее расследование. Власти Вьетнама заявили, что всем, кто пострадал от этой катастрофы, от этой аварии, от этой трагедии, будь то погибшие или просто получившие травмы, они выдадут какую-то денежную компенсацию. Но, честно говоря, суммы там какие-то довольно странные, то, что я увидел, по крайней мере, в официальных источниках. Может быть, я не сильно правильно перевел, но сказали, что погибшим будет выплачено 25 миллионов. Те, кто получили травмы, получат 8 миллионов. И всем остальным, те, кто не получил травмы, но они стали участниками этого события, выплатят от 3 до 5 миллионов. Что-то суммы, мне кажется, какие-то очень маленькие, потому что если перевести на доллары, то погибшие получат всего около $1000. Просто вам для информации, друзья,
Таких аварий на самом деле происходит очень много. Особенно вот в этом регионе, в Азии, там ро-ро, какие-то паромчики, вот такие прогулочные катера часто попадают в такие аварии. Часто они просто без человеческих жертв, слава богу. Но об этом я не мог не сказать, потому что 38 человек покинули этот мир, к сожалению. Такие вот новости у нас с Вьетнама. Спасибо вам за внимание. С вами был капитан Максим, вы были на канале Максмастер. Спасибо, что смотрели, спасибо за внимание. Пишите свои мысли, да, комментарии, какие-то, может быть, вопросы под этим роликом. Я на связи.